У стойки стояла официантка Лена, маленькая, хрупкая, с покрасневшим следом на щеке. Перед ней трое подвыпивших мужчин в дорогих костюмах, уверенные, что им позволено все. Один из них держал ее за руку так сильно, будто хотел оставить на коже синяк. «Мы просто пошутили», — ухмылялся мужчина с золотыми часами. «Улыбнись нам, красавица». Она попыталась вырваться, но хватка была жестокой. В зале повисла неловкая тишина. Гости делали вид, будто ничего не происходит. Менеджер стоял в стороне, боясь вмешаться. И только один человек наблюдал за всем этим внимательнее остальных. За столиком у окна сидел мужчина в простой ветровке, незаметный среди публики. Его звали Алексей Романов, миллиардер и владелец всей сети ресторанов. Сегодня он пришел инкогнито, чтобы увидеть настоящую работу персонала, а не отчеты и презентации. Когда Лена вскрикнула: «Не трогайте меня, мне больно», он поднялся. Алексей подошел к компании и спокойно сказал: «Отпустите девушку». Мужчины рассмеялись, не узнав в нем владельца заведения. Но смех быстро исчез, когда Алексей сделал один звонок. «Служба безопасности. Срочно в ресторан. Романов говорит». Менеджер побледнел. В зале прошел шепот. Трое мужчин растерялись, до них наконец дошло, с кем они связались. Через минуту влетели охранники. Алексей приказал вывести нарушителей и снять менеджера с должности до расследования. Лене он предложил помощь врача и сопроводил в служебную комнату. Ресторан взорвался аплодисментами. Позже, уже в своем кабинете, Алексей выслушал Лену. Она призналась, что подобные ситуации случаются, но персоналу велят терпеть ради клиентов. Эти слова потрясли его сильнее любого отчета. Он дал ей компенсацию и неожиданное предложение – стать администратором нового ресторана, который открывался через месяц. Лена растерялась, не веря, что официантки без опыта могут доверить такую должность. «Опыт не главное», – сказал Алексей. «Важно то, что у вас есть достоинство. Его не купишь». Она долго молчала, затем согласилась. На следующий день Алексей собрал управляющих. С этого момента ни один клиент не стоит унижения сотрудника. Наши рестораны – место уважения, а не культуры денег. Решение удивило многих, но никто не осмелился спорить. Через месяц новый ресторан открылся. Уютный, теплый, с мягким светом. На входе висела табличка: «Здесь ценят людей, а не статусы». За стойкой стояла Лена, уверенная, спокойная, с улыбкой, в которой не было ни страха, ни прежней боли. Алексей иногда заходил туда без охраны, как обычный гость. И каждый раз, когда их взгляды пересекались, они вспоминали тот вечер, когда одно простое «мне больно» изменило не только судьбу одной девушки, но и целую сеть ресторанов. Потому что справедливость начинается с тех, кто не молчит.